30 мая 2021 года. Международный аэропорт Рига. Первая и вторая стойки регистрации здесь отведены по традиции пассажирам Аэрофлота. Аэрофлот – один из самых любимых клиентов аэропорта Рига, потому что он премиальный, потому что он покупает все возможные услуги, и аэропорт Рига от него зарабатывал раньше много денег. Здесь я уже прошел предполетный контроль и вышел в зону duty-free, в стерильную зону аэропорта. Как видите, все пусто, половина магазинов закрыта, людей нет, потому что международных рейсов тоже практически нет никаких. Из аэропорта Рига сейчас и на протяжении уже последнего года вылетает порядка 10, 12, иногда 15 рейсов в течение суток. Соответственно, в обратную сторону тоже где-то так. И поэтому аэропорт пуст. Тем не менее, сейчас вот я иду в терминал С. Это терминал, который был построен несколько лет назад. Тогда у аэропорта Рига были большие планы на расширение. Число рейсов увеличивалось, пассажиропоток рос. И существующие возможности уже не особо позволяли работать аэропорту с комфортом. С архитектурной точки зрения, по своим размерам, аэропорт Рига очень похож на старый, уже закрытый аэропорт Пулково, аэропорт Ленинграда и Санкт-Петербурга. Только в Пулково построили новый аэропорт, а в Риге модернизировали и расширили старый аналогичный. Это стоит уже борт Аэрофлота, который прилетел и подъехал к терминалу, пока я гулял. Делать было нечего. И после всех гулянок... Так, вот это идут пассажиры, прилетевшие из Москвы как раз из самолета Аэрофлота. Туристов среди них нет. Все люди по каким-то делам. Сейчас в Риге идет чемпионат мира по хоккею. Это уже зона после паспортного контроля. Здесь уже ждут люди посадки на рейс. Большинство пассажиров как раз на Аэрофлот. Вот не преминул я, не упустил возможность снять стойку Белавия. Последний рейс вылетел 24 мая, менее недели, вот до этого моего вылета. И все, больше Белавия в Ригу не летает. И Air Baltic не летает в Минск. Выход поменяли. Сначала был С7, а потом поменяли на С19 и 21, то есть на тот выход, где самолет фактически стоит. Ryanair, кстати, летает из Риги, но там мало рейсов. Они в Британию и в Дублин, столицу Ирландии. Вот эта стойка, откуда у нас сейчас начнется регистрация. В аэропорту я еще полчаса посидел, прошел через финальную регистрацию на рейсах, где оторвали у меня этот кусок посадочного талона, и пешочком по трапу, по открытому, в самолет. Признаки ковидной эпохи, средства для дезинфекции. И вот я уже на своем месте специально подобрал, чтобы было видно крыло и чтобы можно было снять процесс погрузки багажа. Предыдущий мой перелет в Ригу был на самолете Сухой Суперджет, и я тоже показывал, как там багаж выгружается, разгружается. Если вы посмотрите, то, конечно, процесс кардинально отличается. В Суперджете по простой ленте грузчики чемоданы складывают, и в самолете их там тоже кто-то раскладывает. Здесь используются в Airbus A320 специальные металлические контейнеры, которые конвейерным способом
загружаются в самолет один за одним, там же автоматически они в самолете как-то расставляются. А в этих вот металлических контейнерах находятся пассажирские чемоданы. Сейчас они все быстренько загрузятся. Конечно, это гораздо быстрее, чем каждый отдельный чемодан по ленте в самолет загружать. И после погрузки вот эта конвейерная система, этот весь большой погрузчик уезжает. Остается только закрыть багажный люк и начать движение самолета. Самолет у нас сейчас будет тягачом, так называемым пушбэком, отогнан от трапа, от терминала. Затем самолет повернут и поставят в точку запуска двигателей. Выходы обозначены световым табло. The exits are marked with illuminated sign. Светящаяся дорожка указывает направление к выходам. Обратите внимание на ближайший к вам выход. Он может быть впереди или позади вас. The escape path lighting along the aisle will guide you to the exits. Please locate the nearest exit to you. It may be in front or behind you. При падении давления в кабине кислородные маски выпадают из верхних панелей. А сейчас мы просим вас застегнуть ремень безопасности, привести спинку кресла в вертикальное положение, убрать откидной столик, открыть шторку иллюминатора. На время взлета мы выключаем основное освещение. Благодарим за внимание. А в точке запуска двигателей, естественно, двигатели будут запущены. Вся прочитана контрольная карта перед взлетом. И сейчас будем наблюдать процесс руления самолета уже к стартовой исполнительной позиции. В Рижском аэропорту всего одна взлетно-посадочная полоса. Мы будем взлетать с торца, который обозначает курс 36. 36-я полоса. Для этого самолет поворачивает налево, и примерно половину всей длительности взлетно-посадочной полосы мы будем ехать. Занятие это долгое, поэтому я видео немножко ускорил, чтобы мы быстрее приблизились к полосе. Спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем приятного полета. Вот она, последняя перемычка между рулежной дорожкой и взлетной полосой. Становится видна сама полоса. Вот они, видны цифры 36. Взлетать будем в сторону моря. Сам взлет оставляю без комментариев, просто наслаждаемся видом.
Аэропорт Рига достаточно простой для авианавигации. Здесь не нужно делать никаких сложных маневров, чтобы выйти из круга аэродрома. Поэтому самолет взлетел и начал постепенно делать разворот над городом, над Ригой, чтобы лечь на свой курс. Взлет получился противоположный курсу, который должен взять самолет, то есть на Москву. Вот внизу показалось справа побережье Рижского залива. И, соответственно, рядом видны все речки, все ручейки, притоки, которые впадают в Балтийское море. Если присмотреться, видно как раз сейчас Рижский аэропорт, откуда мы взлетели. Сейчас пара кренов. Правый, левый, левый, правый. И мы будем пролетать прямо над городом. Видны мосты над Западной Двиной, она же Даугава. Если хорошо присмотреться, можно даже разглядеть Рижскую телевизионную башню. Когда самолеты этим курсом идут на посадку, они идут гораздо ниже, и тогда город видно в деталях гораздо лучше. Но здесь мы набрали уже достаточно серьезную высоту. Несколько километров под нами воздуха уже есть, поэтому город кажется, конечно, маленьким. В общем, после набора высоты, сразу как только самолет будет находиться уже в горизонтальном полете, перейдем к следующему этапу нашего рассказа – бортовое питание. Если хотите, можете сразу перемотать видео туда, а можете просто насладиться этим пейзажем, который можно увидеть только из окна летящего самолета, причем в хорошую погоду, причем только весной или летом. предложим вам питание и напитки, товары магазина SkyShop. Предлагаем вам стать участником программы для постоянных клиентов Аэрофлот Бонус. Подробная информация представлена на сайте Аэрофлота.
Дамы и господа, прошу вас в течение всего полета воздержаться от перемещения. Нельзя также не отметить, что самолет был полупустой. Вот на всем ряду я сижу совершенно один. Поэтому я сразу использовал оба столика, и соседний, и свой. Здесь у нас, как видите, сэндвич. Сделан 30 мая 2021 года. Совсем свежий. Набор одноразовых приборов. Шоколадка, не Аленка. Я уже привык, что Аэрофлот угощает Аленкой, а тут вот что-то другое. Свежее красное яблоко и зеленый чай с лимоном. Там вот золотится под солнечными лучами. Солнце сверху светит прямо мне в окошко. Чем ближе мы подлетали к Москве, тем становилось облачней. Внизу уже сплошной слой белых облаков. Потом оказалось, что он был еще и не один. Сначала на снижении мы пробивали один слой облаков, заходили в эту вот белую вату и летели какое-то время, потому что снижение было очень плавным, не интенсивным. А потом стали подбираться к нижнему слою облаков. Атмосфера была уже более плотной. Там уже периодически потряхивало. Не сказать, что была сильная турбулентность. Самолет кидало туда-сюда. Так, немножечко потряхивало. И вот пробиваем опять очередной слой облачности, и под ним уже будем выходить на посадочную прямую на глиссаду. Вообще самолеты, которые летят из Риги в московский аэропорт Шереметьево, начинают снижение более чем за 200 километров от Москвы в районе города Ржева. Поэтому весь этот период снижения, захода на посадки и касания земли занимает порядка 20-25 минут. Конечно, таким длительным ожиданием посадки я вас утомлять не хочу, поэтому все это вот сжал тут буквально в 2-3 минуты от начала снижения и до посадки, которая сейчас будет. Садиться будем на новую третью полосу аэропорта Шереметьево. С этой стороны, сколько помню, я еще на полосу садился уже, но не с этой стороны. В предыдущий раз, когда летал, садился на полосу со стороны Лобни, а сейчас вот со стороны Сходни и Зеленограда и Ленинградского шоссе. Ждем касания.
Стоящий борт, который видно из окна, это Ил-96. Раньше он летал в авиакомпании «Аэрофлот», а теперь стоит списанный, и вроде бы его используют для каких-то тренировочных занятий экипажей и спасательных сервисных служб аэропорта. После посадки начинается достаточно долгий процесс руления до терминала. Официально мы должны были прибыть в терминал Д, но мы туда и прибудем на автобусе. А по факту нас привезли в бывший Шереметьево-1, то есть там, где находятся терминалы Б и С. Борт был поставлен на стоянку без трапа. После того, как самолет остановился, мы подождали автобус в районе 5 минут, который затем вез нас через половину периметра всего аэропорта к высадке до терминала Д. Your seat with your seatbelt fastened. We will invite you to exit the aircraft. Thank you. И в терминале Д уже был пройден паспортный контроль для международных рейсов. Затем, после того, как мы спустились все в зону выдачи багажа, там был пройден контроль Роспотребнадзора, чтобы ни один пассажир не проскочил, чтобы все были иностранцы с ПЦР-тестами, а россияне зарегистрированы на сдачу ПЦР-теста в России. После того, как Роспотребнадзор всех проконтролировал, вот они там сидят и всех принимают. Я показал QR-код. После этого можно было получить чемодан, выйти в терминал, выйти на улицу и сказать «Здравствуй, Москва».